Привет, ребята! Решил сделать шаблончик для вот таких ручек. Вы видели ранее в моих видео вот такой столик-поднос. Кому интересно, можете посмотреть. Для фрезерования таких вот ручек. Что мы имеем? У меня есть с какой-то старой мебели кусок ламинированной фанеры. Толщина 15 миллиметров. Размер вот такой ручки 300 миллиметров на 90. Вот так. Делаем длиной 300 миллиметров. Потом же попробуем повторить контур ручки. Но не будем делать ее на 90 миллиметров, а так и оставим на 150 для площади опирания, когда будем фрезером водить. Проверяем подугольник. Отлично. Ну и того у нас получился вот такой кусок 300 на 150. Ну, уголок. Так, ребята, нанес разметку, не знаю, видно ли вам, попробую показать вот так на отблеск. Задумка какая? Сейчас вот эту часть и вот эту часть нам нужно откинуть, она нам уже не нужна. А задумка какая? Чтобы отказаться от саморезов вот здесь, сделать так называемую четверть. Но это будет не четверть, всего 5 миллиметров уже по готовой детали. Вот эта вот часть шириной на 16 миллиметров. У меня есть вот такой набор фрез. И здесь есть на 16 миллиметров фреза. Такая прямая. Фрезером уже по готовой детали выбирать четверть глубиной в 5 миллиметров. Ну и соответственно ширина будет 16. Чтобы боковая часть на клей садилась и не было видно фрезеровки паза под днище, которая проходит и на части ручки, и на боковинах. Сейчас погружной пилой попробую максимально подрезаться к этому углу. Остановлюсь так же само с этой стороны, а потом будем подрезать лобзиком.
самое сложное вот эта часть, где будет вырез под ручку. Получился несовершенный вариант, но и не совсем плохой. Сейчас возьму еще здесь, подровняю. Вырезал такой кусочек тоже 300 миллиметров на 30, тоже 15 миллиметров толщина для упора. Теперь нужно интегрировать по этой линии упор. Он нам пригодится для того, чтобы их сюда просто приставлять по линии в упор. Раз. Здесь заподлицо. Здесь заподлицо 300 миллиметров. И здесь. Вот так оно все вровень становится. Вырезал еще вот таких две полосочки. Длина здесь, как и была в заготовке, 150 на 45 миллиметров. Для чего? Чтобы сделать вот такие ребра. Заготовка будет ставиться вот здесь, заподлицо, чтобы она не крутилась никуда, и придать конструкции более жесткости. Также планирую вот здесь сделать такую небольшую вырезку лобзиком, чтобы можно было фиксировать к столу вот за эти упоры струбцинами. Вот что выходит. Я их прикрутил, эти боковинки. Вот она устойчивая, ровная. И есть два таких уха, за которые можно будет крепить струбцинами. Вот. Прижал одно, второе. Получилось, что так в натяжечку становится заготовка. Переходим в стадию тестирования, ребята.
Немножко я убрал, но нужно все-таки прорезать. Сейчас буду пробовать еще обкатываться. Ну, сейчас буду потихонечку выбирать. Давайте посмотрим на результат. А результат, ребята, неплох. Посмотрите. Вот только я немножко перестарался. Но нужно наловчиться. А так контур идеальный. Посмотрите вот на свет. Подошел наш ролик к концу. По итогу вот такой кондуктор, приспособа или шаблон, как хотите называйте, получился. Свою функцию он выполняет. Возможно, сделать его можно еще лучше, но результат его вот. Очень неплохо выходит. Повторяет контур. Есть некоторые огрехи. Спасибо, ребята, за просмотр. Всем пока. Подписывайтесь, оценивайте.